Привет, я Андрей Стапинос, это «Кусочек правды» на канале «Держитесь там». Если вы еще не наш подписчик, давайте подписывайтесь и смотрите нас всегда и каждую неделю. Но эта передача, в принципе, и это интервью очень странные. Мы прилетели в один европейский город, потом мы переедем в другой европейский город, и там уже нас будет в каком-то странном месте встречать наш сегодняшний гость. Но когда вы его узнаете, вы, конечно, поймете, почему такая скрытность. Со мной известный украинский блогер, журналист Анатолий Шарий. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Шарий, уроженец Киева, популярный видеоблогер, журналист, медиаэксперт, основатель интернет-издания Шарий.нет. Свой путь в журналистике Шарий начал в середине 2000-х. Он автор ряда громких журналистских расследований. В 2012-м Анатолий покинул Украину. В этом же году он получил статус беженца в Литовской Республике. С 2014 года он ведет видеоблог с обзором и критикой в основном политической жизни Украины. На сегодняшний день у него почти 1,5 миллиона подписчиков и 2 миллиарда просмотров на YouTube-канале. Где в настоящий момент проживает Анатолий Шарий, неизвестно. Один очень странный момент. В моей карьере, наверное, это такое первое интервью. Мы сидим где-то в нейтральном европейском городе. Мы прилетели, не зная, куда мы будем ехать. И вы назначили нам встречу 10 минут до нашего интервью. К чему такая скрытность? Ну, это не скрытность, это просто осторожность, я не Почему? знаю. Ну, у меня есть множество врагов, которые желали бы мне сделать не очень хорошо, допустим, это очевидно. Это не значит, что я от кого-то прячусь там или что, но если я встречаюсь с людьми, которые приезжают с территории, в том числе, да, там, Украины, и вне пределов Евросоюза, да, то я должен быть аккуратен. Как только начинает, Анатолий, подходить разговор, что вы можете быть орудием кремлевской пропаганды, у вас появляется, вот я смотрел очень много интервью, такая очень стабильная линия. Ну, это чушь, это, говорят, дебилы и долбанные СМИ. Это ваша цитата. В принципе, вы отрицаете даже возможность. Нет, я не отрицаю любую возможность, я просто говорю, я даю 1000 евро, уже 2. По-моему, призовой фонд возрос до 2000 евро. Если кто-то мне найдет кремлевскую пропаганду, где я говорю, что Крым это не Украина, где я говорю, что там надо убивать там кого-то на Донбассе и так далее. Просто находишь, получаешь 2000 евро в любой валюте на любой счет. Но почему-то вот 2000 евро при мне. Это же очень просто, правильно, найди. Но вы говорите про такой очень примитивный уровень пропаганды, да, ну, как... Крым чей, да, если русский, это ясно. Да, я понимаю. Если украинский, тогда ты. Но мы, наверное, пропаганда играет намного тоньше. И вот когда вы валите критику на, скажем так, на Порошенко, на Украину, на власть Украины, на оппозицию, на Навального, и то есть тогда как составляется мнение, что значит взяли сторону? У кого мнение такое составляется? У украинских СМИ. Ну, наверное, можете не отвечать. У украинских СМИ и у людей, чье мнение формируют украинские СМИ. Потому что это очень удобно. Ты не можешь критиковать Порошенко, потому что ты сразу же становишься кем? Агентом Кремля. Не, ребята, так не покатит. В любой европейской стране, в любой нормальной стране я могу критиковать власть. И мне никто не скажет, ты агентом того. Если кто-то скажет, то он понесет ответственность в судебной инстанции. В Украине можно ляпать языком, пожалуйста, все что угодно, имея в виду, когда ты обвиняешь человека в том, что он сепаратист, экстремист и так далее. Если я критикую власть, значит я имею на это право. Я имею право, потому что я являюсь журналистом. Почему бы мне не критиковать Порошенко и власть? Что с Навальным, да? Что происходит с Навальным? Я ведь Навального-то не цеплял. Я сказал Навальному, когда это, более того, всем известно, что я говорил, что это классное расследование про Димона, да? Я говорил, что российская власть должна бы ответить. Мне говорили, да, почему они должны отвечать? Да потому что люди вышли, потому что все хотят ответа, да, много людей хотят ответа. Никто не ответил. После этого Навальный делает расследование про Усманова и говорит, в книжке британского посла сказано, что Усманов насиловал, там кого-то изнасиловал.
Что мы делаем? Мы покупаем книжку британского посла, она стоит 4 или 20 евро, я не помню, сколько она стоит, потратились и перечитали, а там такого нет. И я говорю, просто по-дружески говорю Навальному, да, делаю блог, абсолютно не по злому. Я говорю, ну там такого нет. Что делает Навальный? Он продолжает гнуть свою линию, говорит, вот это вот, как там кремлевский или что-то такое, про меня. С чего вдруг ты такое говоришь? Второй раз у него встреча с юными избирателями, да, и он говорит, там, кто-то коверкает мою фамилию, ха-ха-ха-ха, и он смеется, там, да, он там кремлевский, еще какой-то, он врет. Давайте я уточню, я его считаю, да, прокремлевским, я считаю, что он врет постоянно. Ах, я вру? Окей. Мы берем эту книгу и начинаем его доставать. Мы его достаем. Усманов, по всей видимости, наводит резкость, понимает тоже, что там такого нет в этой книжке. Это любой мог понять. Леша не читал эту книжку. Он просто скушал то, что ему скормили, там где-то нашел на каком-то сайте. Все. Признай свою ошибку. Ну, это же просто. Признать свою ошибку. Ну, он от этого не станет ниже. Он от этого выше станет. Но никогда в жизни Навальный не признавал на моей памяти свои ошибки. И все. У меня есть ряд видео, касающихся России. Но только не комплиментарных, потому что вы по-любому пользуетесь Гуглом и можете найти мои видео. И про Крым, и про все что угодно. Вот. Позавчера вышло мое видео, где разоблачаются российские телеканалы. Пожалуйста, это же не под ваш приезд. Но, Анатолий, есть еще одна плоскость. Да? Вы достаточно частый гость на федеральных каналах, Нет. на федеральных радиостанциях. Нет, это неправда. Как же нет? Это неправда. Это очень давно уже, я там туда не хожу. Это более того, это мое решение. Я вам скажу так. Любой из этих оппозиционных блогеров порвал бы на себя последние трусы, чтобы попасть на федеральный канал. Это я 100% знаю, да их не зовут, вот в чем проблема. Меня звали, но никогда на этих федеральных каналах не было ничего, за что можно вообще сказать, что что-то я сделал не так. Если я рассказываю про свою власть, я рассказываю про свою власть. Но вы понимаете, что вы приходите, если вы приходите в такие программы, как, я не знаю, «Вечер с Соловьевым» или... Вечер с Соловьевым не было. Ну, я как, скажем так... Не, как, ну есть разница. Хорошо, тот же самый Соловьев, да? Берем радиопрограмму. Там вы бывали и не раз. Да, бывал. Ну, то есть, это тот же самый человек. Да. Это тот же самый один из двух главных пропагандистов Кремля. Возможно. Это не запятнает вас? А каким образом? Если я у него в программе начинаю говорить, мочить укропов или там что-то такое, конечно, меня запятнает. Если я прихожу туда и рассказываю про Саакашвили, свое видение Саакашвили, Соловьев отлично знает мое отношение по Крыму, он не задает таких вопросов. Он отлично знает мое отношение по Донбассу. Потому что он умный пропагандист, он знает, как работать. Зачем спрашивать вас про Крым? Лучше ставить Анатолия Шария в своей программе, говорить про нейтральные вещи, говорить про то, что если плохо, действительно плохо, скажем так, в Украине. Если это нейтральные вещи, то в чем проблема? Но вы тогда играете в их игру. Ну, это можно далеко зайти вот так вот, если... Подожди. Ты рассказал там, что там плохо, но это же бред уже какой-то начинается. Да, я рассказал, что там плохо. Украинские СМИ на меня не выходят. Любому украинскому СМИ я готов дать интервью хоть час, хоть два. Пожалуйста, но они же не выходят. Они, когда рассказывают обо мне, они рассказывают без меня. Они хотят сказать, что я не журналист. Нет, я журналист. Они рассказывают, он там бывший журналист. Это они бывшие журналисты, а я журналист. Хорошо, про украинские СМИ мы еще поговорим. Да. Но, опять же, если канал, который врет, окей, может быть, я не 100% объективный, но, скажем так, в моей стране эти каналы... в принципе, глупо говорить, что там нет пропаганды. Ну, конечно, я не собираюсь... Там четкая пропаганда, там деревянная пропаганда так бывает, зачем там вам туда идти? тонкая... А куда? Ну, а почему мне туда не прийти? А вот хороший вопрос. Ну, вот почему? Зачем вам идти к лжецам, если у вас... Что вы там, правду скажете? Да. А что я там говорю? Вот понимаете, если вы приходите к лжецу и говорите правду, ваша правда становится такой немножко... Не, он же не может ее обрезать, потому что я прихожу в прямой эфир. Я приходил в 60 минут. 60 минут выводили, допустим, Илью Киеву, Антона Геращенко. Почему их не внесли на миротворец тогда? Почему они туда приходят? Они выводили Дмитрия Гордона, да? В чем проблема? В чем проблема для этих людей туда прийти, включиться в прямом эфире? Когда я слышу от Антохи Геращенко о том, что там кто-то там не должен куда-то ходить, Антон, ты сам туда ходил. Ты сам туда ходил. Туда ходил, я же повторяю, туда ходил ряд украинских политиков, их включали, они говорили все, что хотели. Они могли сказать, там, Путин, там, сами знаете что и так далее, правильно? Но они начинали общаться, они что-то говорили. Если я несу туда, вы посмотрите, кто там. Там находятся люди на зарплате, да, грубо говоря, там клоуны, такого рода, как там Ковтун, да, вот эти вот все люди, которые играют украинца, причем такого
в кожухе, знаете, такой украинец в кожухе, вот такие вот деревянные, они в принципе повторяют всю официальную там стилистика у них однозначно официальных украинских СМИ, да, и украинской власти. Вроде как все правильно, но все знают, что они играют роль. То есть они говорят, Бандера герой, но они это говорят так, чтобы показать, смотрите, он идиот, ха-ха-ха. Ну и, конечно, на них тренируются, это мешки для битья. То есть сидят люди и смеются над ними. Ха-ха, какие можно подойти по морде дать за отдельную плату, правильно? Со мной такое не прокатывает. Со мной такое они попытались сделать один раз на НТВ. После этого я сказал, вы убираете клоунов, представляющих якобы украинцев, с эфиров, или я к вам не прихожу. Они думали, это шутка. И они продолжали назвать. Полгода, да, чуть больше. Я сказал, я к вам не приду, и все. Я к ним не прихожу. Ну, скажем так, вот есть большие авторитеты в журналистике, которые вас поддерживают. Так, скажем, опять же, Познер, тот самый, который о вас очень лестно обозвался. О нем, опять же, мнение такое, ну, он как бы, кажется, что поворачивает, откуда ветер дует, скажем так. Оливер Стоун на вашей ютубе, да, первый, где он говорит, держись, Анатолий. I wish you great good luck in your journey to get at the truth. И интервью с Путиным. Это, Конечно, вы говорите об Оливере Стоуне, который сделал интервью с Путиным. Не так. Ничего подобного. Ну, нет никаких доказательств. Про которое я сказал, что, по всей видимости, он, у него, он получил какую-то благодарность, да, скажем так. А я говорю об Оливере Стоуне, который сделал фильмы, которые просто вошли в историю и никогда из этой истории не выпали. Но, когда мы видим Оливера Стоуна на вашем канале, значит, какая логическая цепь, он Логическая хвалит цепь, я могу сказать, это тот человек, который снял «Взвод». Йоу, это респект. Все. Первый настоящий фильм о войне во Вьетнаме «Взвод». Это вы так думаете. А вы понимаете, если бы меня интересовало, что думают, меня когда-то интересовало, да, я чуть с ума не сошел, что думают люди, у которых две извилины и которые не могут пойти чуть дальше в своих размышлениях, но я бы, наверное, сошел с ума. В итоге я могу сказать, что, смотрите, дороги убитые, в них можно наливать воду, устраивать аквариумы, да? Это антиукраинская штука, потому что, ты же об этом говоришь, это проблема. Нет, я буду говорить о проблемах, потому что я журналист, во всем мире это нормально. Кроме государств, где это считается ненормальным, но эти государства нельзя назвать свободными государствами. Этот вопрос задаст мой помощник, он такой будет трехмерный, вот на моей ладони сейчас появляется такой маленький диктатор. Анатолий Анатольевич, подскажите, пожалуйста, аргументы, а еще лучше доказательства того, что вы не человек Кремля. В смысле, не мой человек. Это в принципе то же самое, что покажи доказательства того, что ты вчера не совершил какой-то там половой акт с собакой. Как я могу доказать это? Когда начну это доказывать, я буду выглядеть абсолютно глупо. Докажите обратное. Докажите хотя бы просто, не надо фактаж, просто аргументы. Внятные. Сложно быть патриотом своей страны? Да, сложно быть патриотом вообще, потому что легко быть патриотом, показным патриотом. Легко быть патриотом, отрастив чуб до задницы и надев вышиванку засаленную. Ходить с флагом постоянно и кричать «Слава Украине» — это легко. Быть патриотом, когда ты не можешь приехать в свою страну. Быть патриотом, когда со всех сторон, все СМИ, конечно, против тебя. И это объективно, я понимаю их. То есть у меня нет обиды. Почему все СМИ против? Почему если мы говорим про украинских СМИ? Раз в день, каждый день было по 5, иногда доходило до 12 разоблачений в день. Как вы считаете, они будут меня любить? Я говорю про СМИ своей страны. Я являюсь гражданином Украины. Я занимаюсь средствами массовой информации своей страны. Я занимаюсь политиками своей страны. Какого хрена кто-то приходит мне и говорит, ты критикуешь Порошенко, иди критикуй Путина. Нет, это ты иди на 3 буквы. Потому что я кого хочу, того и критикую. Это моя страна, и я имею право это делать. У меня впечатление, когда я вообще включаю украинский телеканал, подождите, об Украине говорят или о России? Кто президент? Они цитируют постоянно, они включаешь Путин, Россия то, Россия это. Нахрена это мне надо? Хорошо, конечно, надо об этом говорить, потому что идет война. Но, извините, когда отсюда, от сих до сих, мы смотрели этот самый канал 1+1 Коломойского.
ТСН тиждень, ТСН неделя. Новости за неделю. 7 новостей про Россию. Про Россию. Последние 2 про Украину, какие-то абсолютный абсурд какой-то. Там волонтер что-то там, какую-то песню снял, там еще что-то. Вы что, сумасшедшие или что? Новости от сих до сих, 7 сюжетов подряд про Россию. Да зачем это надо? Какой-то там Хабаровский край, а там Путин то, а там Путин пукнул, а там это. Зачем мне это надо? То же самое Соловьев. Соловьев такой и такой. Не смотрите Соловьева. Не смотрите Соловьева. Я не знаю, я приезжаю когда в гостиницу, я только в гостиницу какую-нибудь приезжаю, включаю там Россия-24. Но это вы журналисты, А понимаете, зачем как они смотрят? разобраться. А зачем они смотрят Россию-24? Зачем я, житель Киева, к примеру, включаю Россию-24, чтобы позлиться или зачем? Я не знаю. Я не знаю. Я спрашиваю даже, зачем зрители Вильнюса или наших городов смотрят Первый канал, и у нас есть достаточно большие проценты смотрящих. Нет, тут есть разница. Есть разница тех людей, которые это... То, что им показывают, им нравится. Да? Им нравятся эти ток-шоу, они считают, вот, все там Ну, нормально. не профессионально очень сделано. Да, конечно. Отрицать этого это глупо. Вот. Они это смотрят, и они это воспринимают как йоу, нормально. Там вот опустили Ковтуна, а в его лице типа всю Украину, там, им это нравится. Окей, но есть же люди, которые это смотрят, а потом говорят, вот на России-24 там подонки, не смотри Россию-24, нахрен ты ее смотришь. Это делается для россиян. Ты не сделаешь так, чтобы россиянам выбить из мозга то, что им нравится смотреть. Ну как ты это сделаешь? Ну вот я не знаю. И вот пытаешься, да, пытаюсь, разоблачаю фейк. Россия-24, Россия-24, да. Что за Россия-1, я их даже путаю. Да, это Россия-1, Россия-24 про интернациональный поводу канал. этой химатаки, да. Где они выдают там кадры того, как снимается фильм, то есть реальный фильм, да, эти кадры публиковались, фотографии в 2016 году, они говорят, вот это типа сейчас там были съемки, там химатаки, все. Я это разоблачаю, я получаю колоссальный негатив от людей, которые не желают это воспринимать. Их там 10%, но они ядовитые. Вот. То есть я вижу это, они не могут это воспринять, они не хотят этого воспринять, им нравится то, что они смотрят. Это я понимаю. Окей, смотрят и смотрят. Есть люди, которые смотрят ТСН, считают, что там чистая правда, да, хотя там просто ахинея. Но когда человек намеренно, ненавидя, всей душой ненавидя российскую пропаганду, включает Россию-24 и втычет ее, я этого не понимаю, что мазохизм. Мне не нравится смотреть на то, как там испражняется носорог. Значит, я не буду смотреть, как он испражняется, специально искать, включать, как бы это странно. Так, давайте поговорим о других видах медиа, особенно тех, на которых вы работаете. И вы являетесь одним из самых популярных влогеров, я думаю, вообще в русскоязычном мире. У меня 2 вопроса, самых главных. Во-первых, как вам удается сделать 80 видео в месяц? Или даже больше иногда? Раньше было больше. Даже больше? Раньше было порядка 3-4 стабильно, до 4, то есть это где-то 120 видео было в месяц. А как это удается? Мне это нравится, мне это прет. Но не бывает, что все, нету чего сказать, но нужно. Не, кому? Подписчикам? Или так вы На не самом играете деле я вам могу флирт с Нет, подписчиком? если бы я играл в флирт, смотрите, есть там определенные блогеры, которые аффилированы с российской оппозицией. Они никогда не будут критиковать Навального, к примеру. Мне все равно. Мне абсолютно все равно. Я не заигрываю с подписчиком. Конечно, мне нравится, что там меня смотрят. Но если бы я начал вилять перед ними, все, я бы стерся. Я бы встал уже на определенную сторону, и я бы уже прогнулся под чье-то мнение. Я не хочу прогибаться под чье-то мнение. У меня есть видео, которые после одного видео я ушел с Донбасса, к примеру. Я освещал ситуацию на Донбассе. И было видео, называется «День Республики». Я его показал, это видео, начался просто кошмар на самом деле. Начался кошмар, потому что много зрителей было оттуда. Они начали хейтить, там такое началось. Я сказал, окей, пока. Окей, пока, я не хочу вообще этим заниматься. Все, до свидания. Они все, да тебе конец без Донбасса. Чего мне без Донбасса, конец. Меня не прет освещать то, как убивают украинцев, к примеру, да. Вот, и все, я ушел с Донбасса, я по этой теме не работаю. Все, те, которые отписались, потом пришли другие, подписались. Мне не нравится, когда на канале люди, которые, к примеру, выходит ролик о Порошенко, и там выходят о серьезных вопросах, о коррупционных вещах. Он алкоголик. Да плевать, алкоголик он или нет. Плевать, бухой он или нет. Это не это главное, ребята, смотрите глубже. Люди, есть определенные люди, которые приходят для того, чтобы им кажется, что здесь то, что им понравится, что здесь мы будем смеяться над каким-то над украинцами. Я сам украинец.
Я сам украинец. Если ты хочешь просто поржать, то здесь у тебя не получится. Вот, такие люди уходят. Анатолий, про мировоззрение, на его очень много влияет, про ваше мировоззрение, на его, конечно, очень много влияет всякие разные вещи. Какие вещи влияют на ваши? Какие книги? Вот мы видим Анатолия Шария в Ютубе, воинственного, говорящего, идущего в драку и тому подобное. А вот это другая сторона. Какие ваши любимые книги, какие ваши любимые фильмы, например? Вот как? Ну вот если я сейчас скажу, что я сейчас читаю, так вы, может быть, даже меня не поймете. Давайте. Я сейчас читаю «Маленький принц». Первый раз? Да, Или первый только раз. в первый раз? Да, первый раз. О. К своему стыду, возможно. Но я его взял, и я его читаю. Более того, я боюсь его прочесть. Он же вот такой. Да. Поэтому я читаю там по 2 страницы, откладываю. Вот. Ну, я прочел за свою жизнь, я не знаю, колоссальное количество книг. Сказать, какие именно повлияли на мое мировоззрение, я вот так вот прямо... А любимые, просто любимые книги есть? Я Виктора Суворова, допустим, очень любил читать. Радзинского, без сомнения. Ну, вот так. А фильмы? В детстве перечитал всего Чехова, к примеру, да. Ну, и потом возвращался к нему. Фильмы я люблю классику, достаточно странную, возможно, 60-х, 50-х годов Франция. И вообще европейское кино. Европейское кино, там, иногда там малобюджетное кино. Да, пожалуй, наверное. Вот если сказать, что я люблю, так я люблю вот это. А кто из современных интеллектуалов, из мыслителей, вот вам более всего импонирует? Есть такие вот люди, вот, которые говорят, вот я бы шел за ним. Есть у вас такая вот, ну, фигура авторитета? Нет, пожалуй, Нет, вообще. И не было никогда в жизни. Ну, когда-то, может быть, в жизни было, до того, как я прочел определенные строчки в определенной книге, да, по поводу того, что любая власть несовершенна. Потому что, допустим, мне нравился Трамп. Да, я Трамп не нравился. Не потому что, и опять-таки, моя позиция совпадала с позицией Кремля. Так и что? Но если я говорю, что небо голубое, выйдет какой-нибудь Песков и скажет небо голубое, это что значит, мы на одной волне? Мне нравился Трамп. Нравился тем, как он жил до этого, да, нравился своими там поступками, нравилось вообще то, как он делал бизнес, потому что человек там терял все, грубо говоря, Да. потом опять. Это было круто. Мне хотелось увидеть кого-то другого, не из того истеблишмента, который уже сложился. Мне казалось, что это будет какое-то чудо. Простите, где тут холл? По коридору и налево. Когда Трамп станет президентом США. И я думаю, ну если он не станет, мы опять увидим вот Клинтон, мы Да. опять увидим Ну, всё стандартная то же самое. политика. И мы потеряем что-то, чего уже никогда не будет, потому что ему уже много лет. И вот он становится президентом. Это просто был светлый день моей жизни, может быть, моросил дождь, но мне на самом деле было светло, это было круто, все, проходит определенное время, и я понимаю, что ни о чем вообще. Ну и все. Тот же самый день. Да. Есть такое понятие моральный компас. Есть он у вас? Какое направление сейчас показывает? Меняет ли он направление у вас? Нет, ну у меня всегда было направление одно, в принципе. Я знаю всегда, если я солгу, если я сделаю что-то неправильно, осознанно. Вот когда я осознанно начну делать вещи, которые неправильно по моей шкале ценностей, да, то значит это может вернуться в мою жизнь. Поэтому я стараюсь таких вещей не делать. Я бы мог решать вопросы другими путями. Я бы мог, у меня хватает там ресурсов для того, чтобы решать там вот так и так. Но я делаю все по закону. И поэтому иногда мне становится очень больно и очень грустно от того, что я делаю по закону, а против меня играют не то, что не по правилам, а это просто нездоровая какая-то игра. Это неправильно, так нельзя играть. Я понимаю, что вы мои оппоненты, я понимаю, что мы даже враги, да. Но когда я говорю, что там, у такого-то депутата, у него израильское гражданство, и это правда. Я предоставляю документы, я знаю, что это правда. А он в ответ говорит, а ты насиловал детей, это ненормально. Это абсолютно неправильно. Но я четко знаю, что в любой стране, развитой стране, в стране Евросоюза, этот человек был бы привлечен к ответственности, был привлечен сразу, был привлечен жестко. Там территория абсолютно без закона. Все, Сомалиленд. Какую Украину, какую свою страну вы хотели бы видеть через, скажем, не знаю, 10-15 лет? Я бы хотел видеть независимую Украину. Я бы хотел видеть Украину, которая не прогибается на целых, не стоит перед людьми, которые прилетают в Верховную Раду,
Их встречают, как и дорогих, ну я даже не знаю, кого так встречают, папу родного или что. Они встают, они долго аплодируют, они заглядывают в рот. Это ненормально, это неправильно. Я бы хотел видеть Украину, которая не с этими, не с теми, независимую Украину. Мне говорят, это невозможно. Сейчас это невозможно. Ну хорошо, значит я мечтаю о невозможной Украине. Значит я мечтаю об Украине, которая не называется, не номинально независима. Я не хочу, чтобы в Украину прилетал с видом хозяйского там, человека, да, какой-то человек из Штатов и рассказывал, что надо делать. Вы еще не выполнили домашнее задание. Когда я смотрю, как 50-летние народные депутаты говорят о том, что нам надо выполнить домашние задания, я думаю, вы что, сумасшедшие или что? У вас задержка в развитии. Домашние задания делают в школе. Хватит позориться. Хватит продавать лес. Я хочу видеть Украину, в которой не вырубается абсолютно лес в Карпатах. Я смотрю на это и я думаю, как вы можете, вы называете себя патриотами, вы уничтожаете эту землю. Это ненормально абсолютно. Я не хочу видеть Украину, в которой реки забиты пластиком. Я смотрел на эти реки, я помню, как я был в Карпатах, да, у меня картины, я коллекционирую картины закарпатских художников. И там те Карпаты, которых уже нет. Лысые Карпаты сейчас, да. Я не хочу, чтобы в будущей Украине уничтожался лес, когда добывают янтарь. Что они делают с этим янтарем? Что они делают с этим лесом? Это просто лунные ландшафты. Я не хочу видеть Украину, в которой могут убить за мнение, к примеру. Я не воспринимал мнение Бузины, да. Оно было для меня далеко, мнение Бузина. Бузина был пророссийский, он этого не скрывал. Но это его мнение. И он не переступал черту, где наступало там, нарушение законодательства. Да. Нет, его взяли, убили. Я не хочу, чтобы в Украине будущего убийцы, которые все знают, что они убийцы, что они убили, не несли наказание. Потому что это ненормальная страна, в которой не несут наказание люди, которые убили человека за его мнение. Пускай оно мне не нравится, мне никогда в голову не пришло бы убить своего оппонента. Или подумать, там, что бы убил, я бы пошел там убил за мнение, к примеру. Это неправильно, это ненормально. Вот такую Украину я хотел бы. Ну, а вы сами, какой есть, опять же, такие английские слова, endgame или end goal, какой ваш план? Что вы хотите делать в будущем? Оставаться на YouTube популярным влогером, воевать со СМИ украинцев? Какой ваш, к чему вы стремитесь? Есть ли вообще вот такой end goal, да? Ну да, я понимаю, о чем вы говорите, но я не понимаю, я не знаю, я вот только что об этом задумал, чего бы я хотел. Я не знаю, чего бы я хотел. Вы счастливый человек, наверное? Да, я счастливый человек, конечно, я счастливый человек, если убрать некоторые вещи, которые отравляют, ну я не скрою, что иногда это отравляет жизнь, когда ты открываешь там средства массовой информации, читаешь, ты подаешь на них в суд. У меня сейчас параллельно идут там, я не знаю, 7 судов, наверное. Ну, то есть они пишут про меня ложь, я тащу их в суд, я трачу на это деньги. Они в суде начинают давать заднюю, говорить, мы не то имели в виду, это оценочное суждение. У нас нет доказательств, но мы вообще не об этом говорили. Вот, если бы не такие вещи, которые отравляли жизнь, я был бы абсолютно счастливым человеком, да. Ваш кусочек правды, вот так, как вы видите свой кусочек правды. У каждого у нас есть вот такой собственный свой кусочек правды. Любая тема, любая мысль, вот что вам приходит в голову, что бы вот хотели бы прямо сказать тем, кто будет нас смотреть? На самом деле, я думаю, что может быть, я это абсолютно признаю, и это на самом деле это правда, это не попытка там какой-то игры или рисования. Я думаю, что на самом деле у меня с детства непринятие неправды, откровенной неправды, я не могу этого принимать. Там, в 5 классе у девочки у одной пошла кровь носом. И она сказала, это Шари меня ударил. И у меня это было возмущение, и я до сих пор это помню. Нельзя такого говорить, ну то есть это неправильно, это ложь. Я запомнил это с 5 класса, казалось бы, рядовой случай. Все так посмотрели и сказали, да, это ты ее ударил, это неправда. А мы были с ней вдвоем в предбаннике, я ее не трогал. У нее просто пошла кровь носом. Вот, я не принимаю неправду, я не могу принять неправду. То есть, когда я вижу в средствах массовой информации, как откровенно врут, откровенно манипулируют с переходом в ложь, потому что можно сказать, манипуляция это такая легкая ложь, или там крайняя степень манипуляции это еще не ложь. На самом деле это ложь. Они лгут. Я не могу это воспринимать. Я не могу воспринимать, когда политики врут. Я не мог воспринимать, когда премьер-министр говорил, что ассоциация это европейские зарплаты, европейские пенсии, потому что это не так, это ложь. Я тогда это не воспринимал, я не воспринимаю это сейчас, я не буду это воспринимать. Дай Бог, я не буду это воспринимать никогда. Аминь. Спасибо большое, Анатолий, за это интервью в одном из городов
Евросоюза. Всего доброго, это была программа «Кусочек правды» и я ее ведущий Андрей Стапинас. Удачи вам и до следующих встреч.